Добрый день, друзья! Самый часто задаваемый сейчас вопрос, почему моя орхидея сбрасывает бутончики. Некоторые подписчики спрашивают это одним предложением. Некоторые подписчики рассказывают мне прямо целую историю, почему их орхидея, как им кажется, что происходит с их орхидеей, пишут огромные рассказы про свои орхидеи. Но ответить однозначно, даже на большой или на маленький такой рассказ, почему ваша орхидея сбросила бутончики, не люблю слово «невозможно», но это действительно невозможно. Давайте разбираться в этом вопросе и начнем с того, что у всех разные условия, и я часто об этом говорю. Квартира, дом, балкон, лоджия – это абсолютно разные условия для роста орхидей. И даже квартира с центральным отоплением, они тоже все разные. То ли окна выходят на солнечную сторону, то ли на северную. Вот эти небольшие разницы, мы их не замечаем. А цветы очень часто на это реагируют. И опять же, чтобы начать отвечать на этот вопрос, даже начать отвечать, давайте сначала вспомним, какая именно ваша орхидея. Только что купленная, у нее это первое цветение, она у вас очень давно дома. И это ее не первое цветение, и вот всегда цвела замечательно, а в этот раз почему-то и цветонос выпустила, но бутончики отсушила. И один из важных вопросов для цветения орхидеи – это внесение удобрений. Если ваша орхидея только что купленная, вы ее не успели после того, как она первый раз отцвела, полить какими-то удобрениями для роста или для цветения, или равноценными, или с большим количеством калия. Потому что для цветения нужен обязательно орхидее калий. И если вы пропустили этот момент, то есть она на тех старых удобрениях или же гормональных препаратах, которые ее растили в питомниках, она выпускает цветонос, но сил ей не хватает зацвести. Но если она у вас не первый год, и вы все правильно делали, поливали, и перед цветением несколько раз, 2, 3, может быть 4 раза успели полить. Я всегда поливаю перед цветением монокалий-фосфатом, то есть удобрением с большим содержанием калия. И вот, казалось бы, все верно, а орхидея взяла и сбросила бутончики. И вот здесь нужно думать, искать и понимать, что могло произойти с вашей орхидеей. Если она у вас стоит на подоконнике, может быть, это был холодный воздух. Если у вас в квартире какая-то определенная температура, орхидеи любят распускать бутоны и цвести при температуре 24-25 градусов. А если у вас в квартире холодно, например, 19-20 градусов, орхидее это может не понравиться, и цветонос-то она выпускает. Когда прохладно, это очень ей нравится, разница температур, даже вот эти повышения, понижения температуры, при низкой температуре она с удовольствием выпускает цветонос. А вот тепла ей не хватает для того, чтобы распустить цветы и цвести. Ведь орхидеи, они очень рациональны. Если ей не хватает какого-то компонента, например, тепла, она, будем говорить так, думает, а зачем я буду тратить лишние силы для того, чтобы распускать эти бутончики? Да пусть я их сброшу, а в следующий раз, когда будет тепло и будет благоприятные условия для цветения, тогда я или выпущу новый цветонос и продолжу свой род, или же вообще не буду цвести в этом году. Следующий год будет более благоприятен для меня. Так, ложись, не мешай.
Ложись, пришел уже в середине съемки, не мешай давай. Не-не-не, без разговоров. Все, все, Сёма, пошли. Лежи. Все, молодец, лежи. Ведь орхидея думает не только о прохладной погоде. Она же понимает, что если будет такая температура, то насекомых, которые могут ее опылить, их тоже не будет. Или будет, но меньшее количество. И зачем ей тратить свою энергию действительно на то, что она не получит от своей жизни? То есть она не получит семян, потомства, она не продолжит свой род. А все растения, они только нацелены на то, чтобы продолжить род, а не устроить нам красивое цветение, которого нам очень хочется. У меня в прошлом году было такое наблюдение. На балконе, на котором 19 градусов, стояли две прекрасных орхидеи. Одна – это Pink Dream, позади меня она уже отцвела. Вернее, вот она отцветает. Я вам ее показывала. У нее в этом году была огромная шапка, очень красивая, цветов. Она у меня стояла прямо как невеста. Цветет она действительно очень недолго, всего пару месяцев, поэтому отцветает быстро. И еще одна орхидея. Она стоит наверху позади меня, она продолжает наращивать бутончики на веточках, и там уже один цветок распустился. Я вам ее тоже показывала. У нее тоже была огромная шапка цветов. Это обе мультифлоры, которые цветут недолго. Я ее называю мини-панда. У нее такое домашнее название. И вот эти две орхидеи у меня стояли на балконе. А на балконе было 19 градусов. Они великолепные ветки выпустили, огромные, толстые. Такое было обилие бутонов. И вдруг, в один прекрасный момент, первый бутончик начинает распускаться, а остальные, обе орхидеи одинаково начинают засушивать. Переставить мне их некуда, да и смысл переставлять. Я стала наблюдать и поняла, что холодно им там, 19 градусов, они цвести не захотели. Поэтому в этом году я их поставила в теплое место, на светлые полки, хотя и на балконе тоже не было темно. И в этом году они прекрасно отцвели. За орхидеями нужно наблюдать. Есть орхидеи, которым все равно, куда я их переставлю, когда я их переставлю, что я буду с ними делать. Ну, вот буквально, опять же, наблюдение двухнедельной давности. Вот здесь наверху, на самой верхней полке, стояла орхидея Лека Фантастик. Но мне нужно было туда поставить другую орхидею, потому что у нее цветонос очень низко опускался. И я их поменяла местами. И Лека Фантастик поставила вот сюда вниз. И буквально за неделю ей здесь не понравилось. Она такая капризная дама. Она мне отсушила уже распущенных 3 цветка. Вот малейшее изменение в освещении может дать и такой результат. А уж о бутончиках что говорить. Ну, переставили. Еще одна причина. На подоконниках открываете окно, может быть холодно, холодный ветер. Или просто даже, если у вас за окном 20 градусов мороза, это очень холодно для орхидеи. И если вы проветриваете и попал воздух на бутончики, тоже могут отсушиться. Вредители, если трипсы или красные клещи, вот трипсы особенно любят подгрызать молодые бутоны. Заметить их, увидеть их глазом, возможно, они действительно крупные, но вот приблизиться к ним и рассмотреть это иногда невозможно. Они такие шустрые, они так быстро убегают, и в бутончике они прячутся. И там грызут все, что только могут. Лепесточки нежные. Это такая сладость для трипсов и для клещей точно так же. Поэтому, если вдруг есть на бутончиках какие-то заметные
вот, погрызы, покусы. Понаблюдайте, посмотрите, а лучше всего обработайте орхидею каким-то препаратом именно от трипсов. Кто-то спрашивал, можно ли обработать скоромайтом от трипсов. Я не обрабатываю, там не написано, что он действует на трипсов. Там именно для клещей этот препарат. Ну, масса препаратов, которые борются с трипсами. Вы можете занести не только трипсов с новым цветком. Вы можете просто принести укроп из магазина или с рынка, капусту, укроп, все что угодно. А уж букет цветов, это вот я на свой день рождения прошу всегда не дарить мне букеты цветов. Мало ли какие там вредители, которые очень быстренько перелетят на мои орхидеи. Поэтому я своим друзьям говорю, если хотите подарить мне букет, подарите мне орхидею, с ней я справлюсь значительно быстрее, чем с этим букетом цветов, который и завянет через день, и может навредить моим цветам. И еще одно наблюдение. Вот нам всегда кажется, что да на улице погода то теплее, то холоднее, то ветер, то снег, то дождь. У всех же опять разное. И нам кажется, это же за окном. И это не влияет на наши цветы. Но давайте вспомним, это мы хотим выращивать эти цветы дома. А вообще-то они всегда бы с большим удовольствием жили на улице. И вот у нас недавно 6 января мы на балконе открыли полностью, ну, вот створки балкона, потому что у нас на улице было 15 градусов, а это январь. И это 15 градусов не мороза, это 15 градусов тепла. А на следующий день температура понизилась до 0. И мы просто порадовались этому теплу. И все. А цветы, они больше связаны с природой, хотя мы тоже связаны с природой, есть метеозависимые люди, есть люди, реагирующие на погоду, на дождь, на все что угодно. Вот цветы реагируют точно так же. Просто мы этого не замечаем. А иногда просто даже не знаем. Нам кажется, что если они стоят в комнате, то погодные условия на них никак не влияют. Влияют. Это может быть давление, это может быть дождь, это может быть снег, это может быть понижение, повышение температуры. Мы этого с вами не заметим, а цветы отреагируют. И отреагируют именно или сбросом цветов, или засушиванием бутончиков. А мы будем с вами сидеть и гадать, что же это произошло именно в комнате, именно в квартире с нашими цветами. Но, кстати, как бутончики реагируют на холод, они точно так же реагируют летом на жару. И если у вас в комнате на улице будет больше 35 градусов, они точно так же засушат свои бутоны. Они не готовы распускать, даже и растить цветоносы и распускать бутоны в очень жаркое время. Поэтому летом тоже были такие вопросы. И цветонос растет очень долго и даже не набирает бутонов. А если и набрал, а вспомните, в прошлом году была аномальная жара. И сейчас об этом мы с вами уже забыли, а цветы помнят. И вполне возможно, что у кого была аномальная жара, цветок заложил себе где-то в память, что была жара аномальная. И зачем я сейчас буду опять тратить силы на какие-то свои действия? Бутоны, цветоносы, еще что-то. Или вообще расти. Вот у них есть такая генетическая память. И об этом нужно всегда помнить. И когда вы ведете наблюдение за своими цветами, а наблюдение ведется не год и не 2, вот этой орхидеей, она мне была подарена в 2004 году. Вот за ней я наблюдаю очень долгое время. И точно знаю, в какой момент и когда она что может мне учудить. Вот когда есть такое длительное наблюдение, тогда вам становится понятно, почему и от чего сбрасывают бутончики ваши орхидеи,
или не цветут, или цветут. Она всегда, всю свою жизнь выпускает одну ветку, и как бы я ее не удобряла, и что бы я с ней ни делала, на ветке всегда от 8 до 10 цветов. И иногда раз в 2-3 года она еще может сразу пробудить почку и выпустить маленькую веточку с 2-3 цветочками. Или когда отцветает, пробуждает еще 1-2 почки и доцветает 1-2 веточками. Обязательно после цветения сбросит 1-2 листа. И точно так же за год нарастит 1-2 листа. А вот эта орхидея Happy Carol, она у меня цвела не переставая 2 года. И когда я не выдержала, и цветонос был более 1,5 метров, я его обрезала. И что я увидела в этом году после того, как я ее, конечно, поливала, все делала, она выпустила 2 листика, выпустила цветонос. Посмотрите, у нее все цветы с внутренней мутацией. Оказалось бы, она у меня уже 3-й год. Ну вот первый цветонос, мутации не было, а здесь везде сросшиеся лепестки, и везде одинаково. Вот тоже интересно будет понаблюдать в следующем году, как она распустится и что с ней произойдет в следующем году. Поэтому наблюдайте за своими орхидеями. И я думаю, что вы разберетесь и поймете, почему у вас могут сбросить орхидеи бутончики. Ну вот я назвала основные причины, по каким могут это делать орхидеи. Остались вопросы? Задавайте. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.